Доброго всем хорошего дня! Я очень рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а тем, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, там, где мы с вами вяжем спицами, и ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а мы сегодня будем вязать опять очень красивый узор. Узор, который пригодится вам во многих вещах. Все будет зависеть от того, что вы захотите связать и какую вы выберете пряжу. На тонких летних пряжах у вас получится красивые платья, кофточки. На более грубых пряжах можно связать кардиган, или же на каких-то пушистых пряжах можно связать красивейший бактус или шаль. Этот образец я связала из хлопка с вискозой турецкого производства. Вот этикеточка этой пряжи. Мы сейчас найдем ее метраж в 50 граммах 207 метров. И это у нас 72% катона, 28% вискозы. Прекраснейшая летняя пряжа. Точно такая же пряжа, я, насколько знаю, есть российского производства. Это семеновская, если мне не изменяет память, это пряжа «Нежность». Там точно такой же состав. Ну а мы сегодня маленький образец будем вязать, конечно, на простом катоне, пряжа чуть-чуть потолще и поконтрастнее. Крючок для связанного образца я использовала фирмы Тулип номером 1,1. Ну а наш малыш образец мы будем вязать крючком чуть побольше, той же фирмы номер 1,3, так как я для маленького образца взяла обычную турецкую бегонию 100% хлопок. Раппорт нашего узора будет состоять из 4 арочек в ширину и 4 ряда в высоту. Давайте наберем сегодня 2 повторения узора. Это у нас будет 8 арочек. Это первая петелька. Набираем 1, 2, 3, 4, 5 в цепочку, 3 накида на крючок, и из исходной первой петельки вяжем столбик с 3 накидами. И следующая арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 3 накида на крючок и соединение между арочками по 2 дужки вяжем столбик с 3 накидами. Вот мы с вами связали уже 2 арочки, 2 таких вот колечка. Вяжем еще 6, чтобы у нас было для 2 раппортов 8 вот таких вот цепочек. Ну вот мы с вами связали наборочный ряд. Теперь мы будем вязать первых 2 ряда, которые не будут считываться в раппорт. Это 2 ряда подготовительные. Вяжем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Накид на крючок, возвращаемся в первую же петельку и провязываем еще раз столбик с накидом. Опять накид на крючок и в эту же петельку еще раз провязываем столбик с накидом. Теперь под арочку мы вяжем столбик без накида. Вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Опять цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим в следующую арочку и провязываем столбик без накида. И снова цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующей арочке мы снова провязываем столбик без накида. Теперь в соединении между арочками мы вяжем вот эту вот петельку 5 столбиков с накидом.
Раз, два, три, четыре и 5. Мы с вами закончили раппорт нашего узора и переходим к следующему. Мы вяжем опять под следующую арочку столбик без накида. Теперь цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку мы снова провязываем столбик без накида. Опять цепочка из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арочку мы снова вяжем столбик без накида. И еще одна цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот наша последняя арочка. Мы провязываем столбик без накида. И окончание раппорта у нас будет только половина веера, а это будет в конечную петельку 3 столбика с накидом. Это был первый, второй и третий. Вот мы с вами связали первый подготовительный ряд. Теперь вяжем второй ряд. Воздушная петелька, разворачиваемся, в первую же петельку провязываем столбик без накида. Теперь пропускаем одну петельку и в следующую вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку мы провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим в следующую арочку, вяжем столбик без накида. Опять цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И переходим в следующую арочку, вяжем столбик без накида. Теперь над веером у нас есть предыдущего ряда 5 петелек. Из первой же петельки мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Пропускаем одну петельку, в следующую провязываем столбик без накида. Теперь опять накид на крючок, пропускаем одну петельку и со следующей петельки вяжем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под следующую арочку мы провязываем столбик без накида, вяжем цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку мы провязываем столбик без накида. Опять цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку мы провязываем
опять столбик без накида. Теперь у нас половинка веера, и мы в первую его петельку вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. И в последнюю нашу угловую петелечку провязываем столбик без накида. Вот мы связали первых 2 подготовительных ряда, и с этого места у нас будет уже рассчитываться раппорт узора. Разворачиваем вязание, вяжем 3 воздушные петельки. Теперь накид на крючок, из первой же петельки провязываем столбик с накидом. Вяжем опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и возвращаемся, провязываем в этой же петельке первой столбик без накида. Теперь провязываем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид на крючок, и из этой же первой петельки провязываем столбик с накидом. Закрепляем эти петли вместе. Теперь пропускаем 1, 2 в третью петельку, провязываем столбик без накида. Вот что у нас получилось. Теперь вяжем 3 воздушные петельки и заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида. В соединении между арочками, вот в эту петельку, вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под следующую арочку мы провязываем столбик без накида. Вяжем опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Над веером пропускаем 1, 2 в третью петельку, вяжем столбик без накида. Теперь накид на крючок. Посередине между двумя этими веерами, вот в эту петельку, мы вяжем столбик с накидом. Закрепляем эти петельки, провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и возвращаемся опять в эту же серединку. Теперь 3 воздушные петельки, накид на крючок, возвращаемся в эту же петельку, вяжем столбик с накидом, оставляем, не довязывая его на крючке. Делаем еще один накид на крючок и из этой же петельки снова провязываем столбик с накидом. Вот у нас есть уже 1 после цепочки и 2 столбика с накидом. Теперь эти 2 петельки столбиков с накидом мы провязываем и провязываем теперь с петлей цепочки. Теперь снова вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 и возвращаемся столбик без накида в эту же петельку центральную. Теперь мы вяжем 3 воздушные петельки и из этой же центральной петельки провязываем столбик с накидом. И теперь мы вяжем столбик без накида, над вторым веером пропускаем одну петельку, вторую и в третью провязываем столбик
без накида. Вот у нас получился вот такая вот коронка с такой вот красивой вершинкой. И продолжаем наше вязание. Теперь мы снова вяжем 3 воздушные петельки. Под арочку мы провязываем столбик без накида. В соединении между арочками в петельку мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку мы вяжем столбик без накида. Теперь у нас 3 воздушные петельки. Над веером мы пропускаем 1, 2, в третью петельку вяжем столбик без накида. Теперь мы делаем накид на крючок и из последней угловой петельки провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Возвращаемся в эту же угловую петельку, провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки и провязываем столбик с накидом. И еще один столбик с накидом у нас будет как краевой. Мы завершили с вами первый ряд нашего узора. Теперь переходим ко второму. Вяжем воздушную петельку, разворачиваемся и в первую же петельку провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И в первую же нашу арочку из 3 петелек провязываем столбик без накида. Из первой петельки над веером мы вяжем 5 столбиков с накидом. Вот эта петелька. Провязываем из этой петельки 5 столбиков с накидом. Все из одной и той же петли. 2, 3, 4 и 5. Пропускаем одну петельку в следующую, вяжем столбик без накида. Теперь снова пропускаем одну петельку и следующий вяжем снова 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. В арочку, под арочку, под цепочку провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем столбик без накида вот в вершинку вот этого вот нашего лепесточка такого. Находим центральную петельку и в вершинку провязываем столбик без накида. Вяжем опять 5 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5. И в первую же арочку мы вяжем столбик без накида. И у нас опять веер предыдущего ряда. Из первой петельки этого веера мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4 и 5. Пропускаем одну петельку в следующую, провязываем столбик без накида и опять через одну петельку в следующую вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку мы провязываем столбик без накида и теперь цепочки из 5 воздушных петелек 1, 2, 3, 4, 5 и в вершинку вот этого вот пико мы провязываем столбик без накида. Вот мы с вами связали уже второй ряд нашего раппорта. Сейчас мы переходим уже к третьему ряду. Разворачиваем наше вязание, вяжем 3 воздушные петельки и в первую же петельку мы провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. В первую же арочку мы вяжем столбик без накида. Теперь мы вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Над веером мы пропускаем одну петельку, вторую петельку и в третью мы вяжем столбик без накида. Теперь накид на крючок. Из центральной петельки между веерами мы провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки и провязываем снова в эту же петельку центральную столбик без накида. Теперь провязываем 3 воздушные петельки и из этой же петельки вяжем столбик с накидом, не довязывая его, оставляя на крючке, и еще один столбик с накидом провязали. Теперь эти 2 петельки снова провязали и закрепили с нашей цепочкой. Теперь вяжем 3 воздушные петельки и возвращаемся, вяжем опять в эту же центральную петельку столбик без накида. Теперь провязываем 3 воздушные петельки, накид на крючок и опять из этой же петельки вяжем столбик с накидом, провязываем вместе эти петельки, пропускаем теперь над веером одну петлю, вторую и в третьей мы вяжем столбик без накида. Теперь вяжем опять 3 воздушные петельки и мы провязываем вот в эту арочку столбик без накида. И из петельки уже над вершинкой нашего предыдущего цветка мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку провязываем столбик без накида. И теперь у нас будет вывязывание опять уже полноценного цветка. Мы вяжем 3 воздушные петельки, пропускаем над веером 1, 2 и в третью петельку провязываем столбик без накида. Теперь из петельки между веерами вот по центру мы вяжем столбик с накидом, провязываем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, возвращаемся в эту же центральную петельку,
провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Из этой же петельки мы вяжем опять столбик с накидом, не довязывая его. Еще один столбик с накидом. И теперь эти 2 столбика с накидом провязываем вместе и провязываем следующей петелькой. И теперь 1, 2, 3 воздушные петельки. Возвращаемся в эту же центральную петельку, вяжем столбик без накида. Теперь провязываем 3 воздушные петельки, накид на крючок и опять из той же центральной петельки между веерами провязываем столбик с накидом и пропускаем над веером 1, 2 и в третью петельку провязываем столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, заходим в арочку и провязываем столбик без накида. И у нас остается последняя наша вот эта вот петелька угловая. Мы вяжем половинку нашего веера, мы вяжем 3 столбика с накидом в угловую петелечку, 1, 2 и 3. И нам осталось провязать последний ряд раппорта. Вяжем 1 воздушную петельку, разворачиваем вязание и в первую же петельку мы провязываем столбик без накида. Теперь 1 петельку пропускаем, со следующей вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку первую мы вяжем столбик без накида. Теперь мы вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и находим вершинку нашего вот этого вот лепесточка, провязываем в эту вершинку столбик без накида. Опять вяжем 5 воздушных петель и под арочку провязываем столбик без накида. Здесь над веером в первой петельке мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Пропускаем 1 петельку, в следующую мы провязываем столбик без накида. И теперь опять пропускаем 1 петельку и со следующей мы вяжем опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку мы провязываем столбик без накида. Теперь у нас вяжется снова цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И над следующей вершинкой мы провязываем столбик без накида. Опять цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку мы вяжем столбик без накида. И у нас последняя наша половинка. В первой же петельке мы вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4 и 5. И в последнюю нашу петельку в угловую мы провязываем столбик без накида. Ну вот мы с вами связали 2 подготовительных ряда и раппорт нашего узора. Далее наш узор будет повторяться с первого ряда, и первый ряд, переход на следующий раппорт, мы как всегда с вами свяжем. Вяжем 3 воздушные петелечки, 1, 2, 3, разворачиваем вязание. В первую же петельку мы вяжем столбик с накидом. Теперь провязываем опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3 и возвращаемся в эту же петлю. Провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид на крючок. Из этой же первой петельки мы провязываем столбик с накидом. Пропускаем над веером 1, 2, в третью петельку, провязываем столбик без накида. Теперь у нас вяжется 1, 2, 3 воздушные петельки. Под арочку мы провязываем столбик без накида. И над вершинкой цветка мы из этой петельки вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под арочку мы вяжем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Над веером отсчитываем 1, 2, в третью петельку вяжем столбик без накида, накид на крючок. Из центральной петельки между веерами мы провязываем столбик с накидом и 1, 2, 3 воздушные петельки. Возвращаемся в эту центральную петельку, вяжем столбик без накида. Теперь мы провязываем 3 воздушные петельки, накид на крючок. Из этой же центральной мы опять вяжем столбик с накидом, не довязывая его до конца. Еще раз столбик с накидом. Теперь мы провязываем вместе эти 2 петельки и соединяем с ведущей петлей и вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки. Возвращаемся опять в эту же центральную петлю столбиком без накида. 3 воздушные петельки, накид на крючок и опять из этой же центральной петельки провязываем столбик с накидом. Теперь над веером пропускаем 1, 2, в третью петельку, мы вяжем столбик без накида. Мы вывязали, видите, уже вот опять центральный цветок. И теперь мы вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки, опять следующую арочку столбик без накида. Над вершинкой предыдущего цветка мы вяжем теперь 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Под следующую арочку мы вяжем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки, пропускаем над веером 1, 2, 3, в третью петельку столбик без накида. Теперь мы делаем накид на крючок и из последней угловой петельки провязываем столбик с накидом. 3
воздушные петельки, опять провязываем столбик без накида в последние петельки, теперь вяжем 3 воздушные петельки и провязываем 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом и закрепили. Мы сделали переход на следующий раппорт. Итак, из ряда в ряд, посмотрите, вот я сейчас пальчиками поправлю, чтобы не гладить этот маленький. Посмотрите, какая красота у нас получается. Узор я назвала не зря королевским. Выглядит очень богато, очень интересно. Ну а тем, кто мое видео досмотрел до финиша, предлагаю посмотреть еще схему этого узора. Вверху это показана схема поворотными рядами, и вторая нижняя часть показана, как вязать этот узор по кругу. Конечно, схема мною изменена, и вы, кто смотрел за моими руками, то, конечно, увидите разницу. Разница в том, что вместо 3 столбиков с накидом я же в своем узоре делала 5. И верхний лепесток я тоже добавила еще 1 столбик с накидом для выразительности, для пышности. Ну вот, девочки, мы связали с вами красивейший узор. И я надеюсь, что такой узор вам обязательно будет полезен в ваших библиотеках вязания. Ну а я на сегодня с вами буду прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.